Это великий день, как говорил небезызвестный доктор Кляйнер, когда милая Алекс находила нашего героя, который как по велению высших сил оказался в нужном месте и не в то время, чтобы изменить мир. И хотя вселенная другая, герой другой и причина другая, это все равно великий день. Так как сегодня в рамках разбора билдов под ведьмачьей школы мы разберем школу Волка и составим, следуя своим умозаключениям и логике, максимально каноничный билд на броню этой школы. Перед тем как начать, 3 небольших уточнения. Во-первых, это не каноничный книжный билд. Это каноничный игровой билд школы Волка, исходя из упоминания школе в рамках игр и книг, а также исходя из вида и описания брони. Каноничный книжный билд будет, но позже. Во-вторых, это не сильнейший билд на атаку или защиту. Это билд на ощущение возможности отыгрыша ведьмака школы Волка. Именно это главное, и только потом уже, так как мы все-таки играем в игру, задумываемся о его практичном применении и возможности нагибать. А сильнейший билд мы еще успеем сделать, не волнуйтесь. Ну и в-третьих, как ни крути, это мое мнение на данный билд, и оно может разниться с вашим. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Если у вас другое видение и вы можете его аргументировать, то с удовольствием почитаю его в комментариях. Теперь я готов. Поехали! Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. Школа Волка — это самая известная ведьмачья школа для каждого из нас, и все остальные школы просто ей завидуют, ведь о них лишь упоминается, а школа Волка представлена во всей своей красе, и наш главный герой, как книжный, так и игровой, Геральт из Ривии, ведьмак из Блавикена, меч предназначения, белый волк и так далее, как раз является ее представителем. Но несмотря на множество книг и игр непосредственно о самой школе, нам известно не так много, как хотелось бы. Располагается она в скрытой от посторонних глаз крепости Каэр Морхен в синих горах Каэдвена. Остается только догадываться, кто, когда и зачем ее там построил, ведь это настоящая крепость, способная защищать и выдерживать осады. При этом стоит она, честно говоря, не в самом удобном месте. Но вот что мы знаем. В далеком-далеком прошлом некие маги-ренегаты поселились в ней, поставив своей целью выведение особых воинов для борьбы с расплодившейся нечистью, использовав в своем эксперименте все, начиная от обычных физических тренировок и магии, заканчивая, как вы уже догадываетесь, алхимией, травами и ядами для проведения ведьмачьих мутаций. Так появились первые воины с нечистью, и назвались они ведьмаками. И предположительно первая ведьмачья школа, школа Волка. История основания других школ мне неизвестна, но доспех в волчьей школе дает бонусы ко всем характеристикам ведьмака, улучшая его навыки фехтования, защиты и силы знаков. Стоит предположить, что именно здесь зародилась первая ведьмачья школа, и уже на основе первых экспериментов появились остальные, специализирующиеся на чем-то школы. Так, существует догадка, что школа кота проводила экспериментальные мутации, превращающие человека в ведьмака, из-за чего все представители этой школы имеют те или иные нарушения. Хотя, все это лишь догадки. В любом случае, 2 осады, тотальное уничтожение всех ведьмаков школы Волка и смерть чародеев, занимающихся мутациями и знающих секреты всех стадий процесса, привели школу в упадок. А 3-я осада, силами дикого гона в 3-й части игры, убивает последнего и самого старого на континенте ведьмака, Весемира, который знал хотя бы частично процесс обучения новых ведьмаков, будучи учителем фехтования и монстрологии со времен основания школы. И хотя даже с ним новое поколение ведьмаков без знания о всем процессе мутации было практически не возродить, с его смертью, можно сказать, пропала последняя надежда. И даже закончилась история Каэра Морхена. Ламберта нет. Геральт, в зависимости от концовок, занят другим. Эскель же стал хранителем ведьмачьей крепости, которая более уже не увидит ни одного ведьмака. Но хватит предаваться воспоминаниям. Мы приняли решение, будем считать, что школа Волка является прародителем всех остальных школ, основываясь на показателях доспехов, истории школы и отсутствия подобных историй о других школах. Кстати, вот ведь забавный факт. Мы близко знаем Геральта, Эскеля, Ламберта и Весемира, а теперь вспомните 4 основных вида ведьмачьих школ и соотнесите это. Вам не кажется, что спокойный, рассудительный Эскель со своей силой удара и более низкой скоростью реакции похож на представителя школы Медведя, что молодой засранец Ламберт со своей остротой на язык и акробатичностью на представителя школы Кота, это даже если не учитывать дружбу его с некоторыми представителями последней. Мудрый учитель Весемир на Грифона, а Белый Волк — это и есть Белый Волк. Если вам интересно побольше узнать о всей истории Каэра Морхена, создании других школ и их текущем положении, напишите об этом в комментариях, можно будет подробнее разобрать эту историю. К сожалению, того факта, что школа Волка является прародителем основной школы и по сути самой
самое универсальное из них нам для составления каноничного билда мало. У нас не безграничное количество активных ячеек, и качать все, не качая что-то толком, путь скорее в никуда. И тут я предлагаю обратиться к 5 основным моментам: книге, Геральту, игре, общей логике и сравнению с другими школами. Я не буду погружать вас глубоко в мир моих рассуждений, но подытожив скажу так: представители школы Волка — это универсальные солдаты, созданные для истребления в первую очередь монстров, умеют и пользуются в сбалансированной степени всеми возможными способами убийства монстров с поправкой на особенности каждого ведьмака. Например, Геральт лучший фехтовальщик, но довольно слаб в знаках. У Ламберта отличная акробатика, а у Эскеля невероятная сила ударов, но снижена скорость реакции. Мы же будем создавать универсального воина, который полагается на основные принципы ведьмачьего ремесла. Также ведьмаки школы Волка следуют нескольким негласным правилам, например, брать заказы, не обращая внимания на заказчика, требовать оплату только после выполнения задания и не брать заказы на людей. Также каждый ведьмак лично для себя заменяет или дополняет этот свод правил. И хотя школа Волка, являясь прародителем самой универсальной и классической схемы боя, с уклоном на фехтование с чередованием быстрых и мощных атак, применением знаков и умением усиливать себя с помощью эликсиров, она все-таки кое на чем специализировалась. На направлении, которое в такой степени не фигурирует ни в одной из других школ. На это было много намеков ранее, но последней точкой для меня стала сама игра. Ни для кого не секрет, что в самом начале игры наш Геральт не беспомощный ведьмак, которого мы после всех приключений только начинаем прокачивать. У него в каждом из направлений уже сейчас открыт и активен первый навык, который по сути является всем тем, чему его обучили в ведьмачьей школе, и что умеет каждый ведьмак: применять определенные знаки, пить и варить зелья, говорить и наносить масла и, конечно же, драться. Но кроме этого есть навык защиты, который говорит нам: защита является защитной техникой школы Волка. Почему это важно? Потому что только это умение принадлежит школе Волка. Все остальные умения общие и не принадлежат никакой школе. Кроме того, о других школах в навыках вообще нет упоминания. Потому я считаю, что именно эта линейка и является отличительной чертой ведьмачьей школы, которая недоступна всем другим школам. У других школ также, возможно, есть свои уникальные умения, которые неизвестны нам. Именно на это мы и будем делать упор в своем каноничном билде. Но перед тем, как начать, давайте выберем мутацию. Изучив их все, я заметил 3 мутации, которые наиболее канонично подходят для Геральта в ведьмачьей школе. Во-первых, это метаморфоза, которая активирует 3 отвара в бою и позволяет видеть в темноте. Скажем так, это самая каноничная мутация для любой школы. Отвары, активизирующиеся во время боя, это по сути внутренние мутации, которые просто срабатывают в полубитву, усиливая ведьмака. Кроме того, все ведьмаки и так видят в темноте. Кошачьи глазки как-никак. Вторая мутация — это кровавая баня. Мы уже поднимали вопрос о том, что все ведьмаки стремятся максимально быстро и эффективно убивать своих врагов. А что, как не расчленение, делает убийство максимально эффективным? Но на мой взгляд, корреляция непосредственно со школой Волка не самая большая. Потому лично я в этом билде буду использовать мутацию убийственная контратака для усиления и улучшения защитных навыков ведьмака школы Волка, а также для усиления атаки против противников, которые устойчивы к контратакам. Прокачку навыков начнем с 4 умений на защиту. Отражение стрел, которое позволяет не только защищаться от стрел в блоке, но и, поставив его вовремя, вернуть стрелу обратно стрелку. Однажды книжный Геральт сумел отразить 2 стрелы одним ударом, чем поразил окружающих и доказал свое мастерство фехтовальщика. Легкость ног позволяет при уклонении не получать урон. Книжные ведьмаки всегда в бою полагались именно на уклонение, так как ни один доспех в достаточной мере не мог защитить от монстров. Контратака увеличивает урон при успешной контратаке. Теперь это не только линейка защиты и уклонения, но и возможность эффективного истребления врага. Ну и последний навык — смертельная точность. Тот самый навык, который убивает всех с одного удара. Я даже целое видео посвятил ему. Сказать честно, я до конца не был уверен, стоит ли его вообще брать в каноничный билд, но ведьмаки — мастера убийства, а значит, они стремятся максимально быстро и эффективно уничтожать противников, используя их слабые стороны и возможности для мгновенного убийства. Так как весь наш билд будет строиться на защите, уклонении и парировании, а некоторые наши навыки частично зависят от адреналина, я предлагаю взять желтый навык «Лучшая атака», нападение, которое при использовании каждого защитного действия добавляет очки адреналина. Помимо этих навыков стоит взять память тела, точные удары, силовая тренировка и сокрушительные удары для увеличения эффективности использования быстрых и мощных атак. С фехтованием пока все. Переходим к знакам. Ведьмаки умеют и пользуются начальной магией в форме знаков. В зависимости от умения ведьмака, они применяют от 5 до 7 и более знаков. Хотя тут требуется уточнение. 7 знаков применяется именно в книжной саге Геральтом, но сам по себе Геральт никогда не был очень силен в знаках. При этом смог использовать 5 основных и 2 дополнительных — Гелиотроп и Сомн, которые по сути являются улучшенными альтернативными версиями Аксия. Можно предположить, что каждый из 5 основных знаков имеет возможность
альтернативного применения и усиления, что и доказывает игра. Соответственно, любой ведьмак, как и Геральт, может развить его особенности. Из умений знаков я предпочту пироманьяк для увеличения шанса поджога противников от обычной формы Игни, обман, улучшенная первая форма Аксия в неуважение Геральту и собственноручной любви к этому знаку, и вторую форму Аарда, сметающий Аард против нескольких противников. Но на знаков зацикливаться не стоит, применяем их по необходимости. Любой ведьмак, прошедший 3 основных этапа подготовки ведьмаков, получает огромную устойчивость к токсинам, что позволяет им применять эликсиры, усиливающие ведьмаков, но убивающие при этом обычных людей. Поэтому первым навыком мы берем приобретенную стойкость, которая увеличивает порог интоксикации, так как это свойственно всем ведьмакам. Вторым навыком из линейки алхимии я бы взял синергию для усиления эффектов мутагенов и ясность мысли для замедления контратакующего противника и более эффективного использования навыков защиты. При этом у нас остается одна свободная ячейка, и на выбор я предлагаю каждому из вас занять ее тем навыком, который бы сделал вашего ведьмака более профильным. Например, вихрем или разрывом для более эффективного истребления врагов, или рекой гнева для применения максимальной формы знака с применением всех бонусов за счет 3 очков адреналина, или повышенной сопротивляемостью для повышения порога передозировки, если вы любитель закидаться зельями, или даже убийственным куражом для увеличения шансов нанести критический удар. Каждый из этих навыков делает ведьмака сильнее в том или ином направлении, немного удаляя его от равностороннего развития, но давая ему свою индивидуальность. Лично я беру сковывающие удары, ибо каждый из ведьмаков стремится нанести рассекающие удары по кровеносным сосудам, чтобы ослабить жертву кровотечением. При этом, как вы заметили, мы не берем технику определенной школы, так как там представлены только школы медведя, кота и грифона, даже несмотря на те бонусы, которые они нам дают. Также я не беру решительность, так как школа волка построена не на защите за счет сопротивления, а на защите за счет блока, парирования и уклонения. И если медведь готов впитывать урон, то волк не должен получать его вовсе. Мутагены выставляем по наиболее подходящему цвету. Из отваров вилохвоста, как я планирую при сражении использовать весь арсенал умений, и эхидну для восстановления хп, зелья на все случаи жизни, гром и петри для силы атак и мощи знаков, пурга для замедления и ласточка для восстановления хп. Доспехи школы волка — это средний тип доспехов с усредненными показателями восстановления энергии и сопротивления. Менять его я не стал, как и наносить какое-либо другое особое зачарование, так как ничего подходящего для каноничного волка не нашел. То же самое и с мечами. Но тут уже смотрите сами и выбирайте сами. Лично я в доспех вставлю глифы на усиление игни, а в мечи на шанс кровотечения. Бонусы гроссмейстерского доспеха очень странные и на наш билд особо никак не влияют. Вот и все, наш каноничный билд готов. Мы получаем универсального бойца, который хорошо владеет фехтованием, умело пользуется знаками и готов усиливать себя перед боем эликсирами. Он одинаково хорош в быстрых и мощных атаках, не готов сражаться только знаками, а слишком большое количество эликсира его могут убить. При этом у нас отличный воин защиты и парирования, который не готов пропускать ни один вражеский удар или получать хоть какой-то урон. Если вы хотите играть за школу ведьмака с самого начала игры, то не копируйте мой билд, а просто проникнитесь его каноничностью и развивайтесь согласно этому канону. Но вот что я вам хочу еще сказать. Доспех школы волка — это не доспех школы волка. Во-первых, о каком-либо доспехе какой-либо школы в принципе нет никаких упоминаний. Во-вторых, на протяжении первых 2 игр школы волка также не существовало. Зато существовал доспех школы Мантикоры, который вызывается с помощью консоли командой «Добавить доспех красного» или «рыжего волка», который по стечению обстоятельств в реале является самым редким и вымирающим видом волков. Подумайте об этом. С другой стороны, доспех школы волка больше показан как доспех самого Геральта. Темная кожаная куртка с заклепками из серебра, длинные перчатки с серебряными шипами и высокие сапоги. Довольно подходящее снаряжение для обычного ведьмака, которое добавляет все и сразу, не давая возможности выделить главного. Хотя на самое главное, защиту, парирование и уклонение, она никак не влияет. Хочу предупредить еще раз. Билд совсем не для нагиба. Его сопротивления брони достаточно, чтобы выдержать 1-2 удара, но не более. У него достаточно урона, чтобы убивать, и есть фирменные плюшки. Знаки при этом работают очень слабо. На обычных противников вы сможете жить. Но что будет, если сразиться с другим противником? Тем, кому Геральт однажды уже проиграл в схватке, а делал это он лишь дважды. Представителем другой ведьмачьей школы, школы змеи, настоящим убийцей королей, Глетта из Гулетты. Оба ведьмака хороши, оба билда хороши, оба умеют пользоваться магией, но выпад Лета — это просто нечто. Возможно, это и есть та самая особенность его школы — молниеносный бросок змеи.
Я рассказал и показал вам все необходимое, что хотел касательно Школы Волка в рамках составления каноничного билда, и считаю его теперь завершенным. Честно говоря, я не хотел так рано заниматься билдом Школы Волка и скорее планировал закончить им. Но все, кому данное видео понравилось, и все, кто его ждал, скажите мысленное спасибо Владиславу. Именно он воспользовался правом поменять привычный для меня ход видео и подготовить ролик по Волку раньше запланированного мною момента. Напоминаю, что заказать свое видео и стимулировать скорейший выход ролика может каждый из вас. Подробности в описании под видео. А на этом все. Видео заслужило лайк, а я подписки на канал. Также следите за мной и моим каналом в группе ВКонтакте или любых других социальных сетях. Ссылки есть в описании. Напишите в комментариях, чем вам понравилась Школа Волка и какой билд именно вы считаете самым каноничным. А я пошел делать новое видео. Увидимся в нем, и на этом пока. Всем пока-пока.